Для любителей танков есть две машины, которые превращают Кубинку из одного из самых известных танковых музеев практически в место паломничества. Одной из них является Маус, и мы уже делали серию про него. Вторая машина — это ИС-7, который стоит позади меня. Разработка ИС-7 началась летом 1945 года в Ленинграде под руководством Николая Шашмурина. Кодовое название машины — «Объект-260». Сейчас же она известна как ИС-7. Это один из самых совершенных тяжелых танков, а возможно и вовсе вершина тяжелого танкостроения. И тот факт, что ИС-7 никогда не состоял на вооружении, не умаляет удовольствия от изучения этой машины с технологической точки зрения. Я пока еще не заглядывал в этот танк. Даже ни в один люк не заглянул. Так что в это увлекательное путешествие мы отправимся вместе. Мне очень интересно посмотреть, как устроен этот танк. Сделаем все как обычно. Для начала мы вас немного подразним и рассмотрим машину снаружи. Вы, конечно, видели ее фотографии. Ну а потом, естественно, заберемся внутрь. Передняя часть танка — сплошная броня. ИС-7 должен был выдерживать попадание любых снарядов, встречающихся на полях сражений Второй мировой, вплоть до 128 мм снарядов Як-Тигра на расстоянии более километра. Верхний бронелист толщиной 150 мм расположен под углом в 65 градусов. Остался так называемый «щучий нос», как у ИС-3. Толщина нижнего бронелиста, согласно материалам, которые есть у меня, составляет 100 мм. Но если его измерить, то получится примерно 11,5-12 см в зависимости от толщины сварного шва. Толщина маски орудия около 350 мм. Бронирование лба башни 240-250 мм под наклоном 50-60 градусов. Так что танк защищен хорошо. Также в передней части находится одностворчатый люк мехвода, сдвигаемый вправо. Две фары с обеих сторон щучьего носа находятся под защитными ограждениями. Буксировочные крюки и тяговые серьги соединены. Также здесь есть грязевые щитки. Просто поднимаем щиток вверх. Гусеницы, кстати, были специально изготовлены для ИС-7. Траки заслуживают отдельного внимания. Впервые на советскую машину была установлена гусеница с резинометаллическими шарнирами. Траки соединены одним пальцем, который зафиксирован с помощью болтов. Каждый из 7 катков с каждой стороны установлен на балансир, который соединен с рычагом торсиона. Отбойники в виде спиральных пружин ограничивают движение балансиров, а на торсионные валы установлены гидравлические амортизаторы. Катки покрыты металлокордными шинами. Амортизация внутренняя, как у катков ранних танков ИС или некоторых немецких представителей семейства кошачьих. Это уменьшает вибрацию катков, а также увеличивает срок службы их внешней стороны. Конечно, это означает, что гусеницы при езде сильно шумят, ведь металлические катки движутся по металлическим тракам. Как и на ИС-3, натяжение гусеницы регулируется с помощью шестигранного винта, при вращении которого в одну или другую сторону будет сдвигаться ленивец. Здесь все вполне ожидаемо. Наверное, конструкторы подумали, что в полумерах нет никакого смысла, поэтому бортовая броня на ИС-7 невероятная. Это те же 150 мм брони, как и в передней части корпуса. Толщина нижнего бортового бронелиста 100 мм. Конструкторы взяли большой пресс и изогнули металл так, чтобы он выгибался наружу и соединялся с верхним листом брони вот здесь. Это значит, что под этим листом металла есть дополнительное место для укладки снаряжения. Но на самом деле это не самое удобное место для хранения чего-либо. Здесь нет петель, поэтому если лист отсоединить и опустить его, он просто-напросто целиком падает вниз. Так что если к внутренней стороне листа крепятся металлические инструменты, например, домкраты, то понадобится 2 или 3 человека, чтобы вернуть его на место. Конкретно в этом отделении находится брезентовый мешок, назовем его так. Это надувной топливный бак. Как вы, конечно, помните, на более ранние танки Второй мировой, например, Т-34, устанавливались 90-литровые бортовые баки. Здесь идея та же, только это мягкий мешок, и хранить его гораздо проще. Ближе к носу топливных баков нет. Там именно место для укладки снаряжения. Давайте вернем эту панель на место.
Если вам интересно, болты снизу были откручены заранее. Еще одной интересной особенностью ИС-7 являются его пулеметы. Вы думаете, что только израильтяне любят пулеметы и ставят их в огромном количестве на любую технику? Ха, да ИС-7 им далеко. Генералу Паттону понравился бы этот танк. С каждой стороны корпуса установлены стационарные курсовые пулеметы СГ-43. Управлял ими мехвод. Чтобы прицелиться, ему нужно было повернуть корпус танка влево или вправо, а для вертикального наведения, я думаю, надо было использовать газ или тормоз. Можно только представить, какое наслаждение испытывал экипаж внутри, пока мехвод от души веселился, пытаясь попасть очередью по цели где-то там. Пулеметы защищены бронированным кожухом. Боеприпасы хранились в отделении вот здесь и подавались в пулемет с помощью желоба. Пустые патронные ленты выходили через отверстие сверху, а стрелянные гильзы вылетали отсюда. Конечно, пара пулеметов — это сущие пустяки. Так что наверху еще 2 СГ-43, направленных назад. Первое, что бросается в глаза, когда вы забрались на корму танка, это традиционные для советской техники бронированные заглушки горловин различных баков. Сюда заливалась охлаждающая жидкость, а сюда моторные и трансмиссионные масла. Сзади находится большая опора, фиксатор орудия в походном положении. Ниже, на наклонной задней части, находятся места крепления внешних топливных баков. 2 выхлопные трубы. А вот чего тут не хватает, так это люков доступа к двигателю или трансмиссии. Даже таких круглых лючков, как на ИС или на Т-34. Здесь вообще нет люков доступа. Нужно выкрутить огромные болты, а потом с помощью крана поднять верхнюю часть кормы. Это, конечно, неудобно, но это все же ранний прототип танка. Вероятно, конструкторы добавили бы что-то, если бы машина пошла в производство. Под кормовой панелью находится двигатель М50Т. Это 12-цилиндровый дизель мощностью 1050 лошадиных сил, который изначально являлся судовым двигателем. Также отмечу, что ни я, ни сотрудник музея не смогли обнаружить горловину топливного бака. Но она точно должна быть где-то здесь. Руководствуясь идеей «чем больше, тем лучше», конструкторы решили установить на башню еще парочку пулеметов СГ-43, которые были направлены назад. По одному с каждой стороны. Они немного сдвинуты в сторону, потому что нужно было оставить место для ящиков с боеприпасами. Что касается бронированных ящиков, пустые патронные ленты аккуратно сбрасываются в эти небольшие металлические ящики, а стрелянные гильзы вылетают из гильзоотвода сбоку. Вести прицельный огонь из этих пулеметов невозможно. Лучший способ, как мне кажется, если командир поворачивает свою башенку, смотрит назад и определяет, куда летят трассеры, а потом кричит наводчику, чтобы тот поворачивал башню налево или направо. В целом у этой системы я вижу только один плюс. Приятно куда-то пострелять. Ну и поставщики боеприпасов довольны. В остальном, внешние пулеметы не относятся к достоинствам ИС-7. Кстати, о пулеметах. Вот отличный большой станковый пулемет КПВТ калибра 14,5 мм. Станок, как вы видите, очень высокий. Были попытки выяснить, сможет ли командир вести из этого пулемета огонь, находясь в башне. Оказалось, что нет. Поэтому командир должен был стоять на корме и вести огонь, будучи совершенно незащищенным от вражеского огня. Фиксируется станок с помощью большого штифта, который сейчас наполовину вынут. Если вынуть его полностью, можно наклонить пулемет в одну из сторон, а также закрепить станок в походном положении. Перед пулеметом находится люк для 2 заряжающих. Чуть дальше — вентилятор. Ну и, разумеется, раскрывающиеся люки наводчика и командира. Справа находится крепление для антенны. Ну вот, вроде я все сказал об экстерьере этого танка. А теперь то, чего мы все так долго ждали. Полезем внутрь. Но уже во второй части. Катки покрыты металлокордонными. Торсионные штанги снабжены гидравлическими амортизаторами. По 7 пар с каждой стороны. Пар. По идее, эту панель можно снять целиком. Она должна сниматься. Может сниматься. А может и не сниматься. Мне опять нужен тот ключ.
Еще один пулемет имеет калибр 14,5 мм. Миле.